Так, ну что, я-то вроде как разбираюсь в ретуши довольно неплохо, но вот одежда для меня, конечно, немножко темный лес. Ну, это мы сейчас Шли посмотрим, мне как ты свое разбираешься. волшебство. Покажи мне свое волшебство. Сейчас будет экзамен. Что не так с фотокарточкой? Сейчас будем просматривать картиночки. Давай вот И эту. Мне вот нравится. эту Вот эту. прекраснейший топ. Вот Да. этот. 90% нейлона, 10% спандекса. Наверное, тянется хорошо. Давай топ. Не щелкай больше ничего. Ну, давай, Так, ну чего? хорошо. То, что я вижу сразу, это там, ну, логотип кривоват. Ну, такая печать, видимо, плохая. Ну Да, да. да, логотип кривоват. Ну хорошо, ты меня уже научила, я кое-что понимаю. Логотип кривоват, а внутренняя часть слишком светлая, потому что когда вот типа объемный невидимый манекен, должны быть все-таки там тени внутри. Мгм. Ну а Что так даже еще? не знаю, что еще. Все. Все? Ну, на самом деле, меня смущает и сразу бросается в глаза симметрия. Давай я обрежу просто фон для того, чтобы нам было лучше привязывать направляющие. Вот. Смотри, обрезал фон, и теперь хочу привязать направляющую к центру нашего изделия. Вроде бы вот он центр изделия, а видим, что совсем в центр не попало. И у меня есть полное ощущение того, что изделие у нас перекошено. Вот это плечо как будто бы выше, чем левое, это правда. Видишь, все вот эти линии у нас не на одном уровне. Это значит, что у человека что, сколиоз или что происходит? Хочется, чтобы все-таки одежда была немножечко поровнее и попрямее. Ну вот, как-то вот мне сразу Всего бросается в так глаза. чуть-чуть перекосило, да? Она немножечко такая, прислонилась к стене, знаешь, после тренировки. Это же спортивный топ, наверное, да? Хоть он и сделан в Китае у нас, ну, как бы, какая разница. Соответственно, мне не нравится, что немножко будто бы опущены груди. Они вот, знаешь, так подустали немного, на мой взгляд. И плюс, если ты обратишь внимание на вот эти линии лямки, которые идут к шее, они очень сильно разъехались по бокам. Как правило, спортивные топы, они чуть-чуть ближе к шее эти лямки сходятся. Вот мне кажется, что это Ну да. неправильное положение. Либо на манекен надели неправильно и растянули их так по бокам, либо вот непонятно что, ну я бы это чуть-чуть сузил. Давай быстренько сделаю несколько манипуляций для того, чтобы не быть голословным, показать, что, как, чего. При обрезе, видишь, у нас остались такие артефакты вот здесь, цветовые такие полосы, очень неприятные. Вообще, по-хорошему, я бы их убрал бы и спрятал. Я эту сторону не буду использовать, хочу использовать левую сторону. Задник я пока спрячу и обращу внимание на наше изделие. Выровняю линию симметрии по нашему центру. Наверное, центр где-то здесь у нас должен быть, да? И в пластике сейчас сделаю более приемлемую форму груди, выровняю нижнюю часть и лямку левую смещу ближе к центру. Потому что мне кажется, что она должна быть все-таки вот так. Согласись, все-таки топы, вот мы привыкли там в спортзалах видеть на людях, и сами, когда носим, я, конечно, не ношу такие, у меня не такие груди. Вот, ты же ходишь в спортзал, у тебя Ну вот как бы... если показать сейчас заднюю часть топа, то там же лямки типа сзади сводятся внутрь. Ну, то есть они типа так склеиваются. Поэтому да, логичнее, что лямки будут идти, ну да, чуть-чуть сводиться к шее. Согласна. Чуть-чуть сводиться к шее, да. Мгм. К заднику, на самом деле, мы еще вернемся. У меня там есть некоторые вопросы по поводу него. Я сейчас привел лямку чуть ближе к центру. Предположим, что у нас вот здесь, собственно, шея идет. И согласись, это очень покатое плечо. Мгм. Оно вот как будто бы вот такое. Я вот себе эти дельты это называется вроде, накачать так не могу. А вот тут как бы прям такие бодибилдеры. Соответственно, я бы еще и в пластике эту часть бы чуть-чуть бы прижал бы. Потому что, на мой взгляд, это выглядит, ну, достаточно неестественно. Может быть, манекен был такой, непонятно. Но мы все же должны опираться на более естественные формы, да, То есть девушка человеческие. мало того, что с сколиозом, так еще и плечистая получилась. Еще и плечистая, да. Вот лямочка хочется, чтобы сверху была узкая, а вниз расширялась, да, вот таким вот образом. Дальше. Вот здесь очень странный диссонанс перехода груди. Хочется, чтобы она где-то вот здесь начиналась и к низу была более такая изящная. Я сейчас это обрежу уже инструментом перо для того, чтобы в пластике не мучить форму. Чтобы формы у нас все были более обтекаемые. Вот, наверное, как-то вот так я это сделаю. А,
Сейчас, вот, соединил. И вот тут у нас уже идет резинка странным образом. Такое ощущение, что вот эту часть надо было оттянуть еще ниже. И видишь, здесь такая дуга происходит. Вот здесь уже резинка, а здесь шире. Это все надо Мгм. было оттягивать чуть-чуть ниже на этапе съемки. Сейчас нам сложновато это будет все подтянуть, но мы постараемся сделать эту резинку чуть-чуть более прямой. Вот, но как бы вот сейчас мне больше нравится вот этот изгиб и эта линия. И я вот эту линию сейчас еще больше вовнутрь фигану, прости господи, вот так, да. И вот центральная часть, видишь, она немножечко наверх поднимается. Да, иногда такое бывает, вот совсем самую малость вниз. Это то, что мне сразу вот бросается в глаза, когда я смотрю на изделие. Вот, и уже мы, если смотрим на левую сторону, я вот сейчас отзеркалю быстро, и ты уже увидишь. Видишь, какая колоссальная разница в ощущениях этого топа? Мгм. Да, вижу. Совершенно другая история. Приподнял ей настроение. Немножечко, самую малость. Сейчас еще немножечко, возможно, я приподниму это настроение. Нет, рано, рано. Подождите секунду. Вот так вот. Сейчас еще в пластике немного вот эту часть. Не нравится она мне. Странная. Странная она. Вот так, поизящнее. Приподнимем грудь, а здесь прижмем. Все. Что теперь? Нам осталось, я немножечко просвещу черный для того, чтобы вообще понимать, что у нас там происходит, потому что снизу прям тени такие достаточно серьезные. Дальше уйду в частотку, подберу радиус для того, чтобы убрать вот эти грубые пятна, которые у нас вот здесь организовались. Понимаешь, о чем я говорю или нет? Да, да, я вижу. Вот, Я в вот, шоке вот просто. эта история, там, вот это вот странно, да, вот здесь не очень приятно это выглядит. Ну и плюс вот это. Я аккуратно это протяну сейчас по объему, который у нас должен быть. Пока Мгм. ты протягиваешь все это, ну, слушай, а почему все-таки зеркалить надо? Ну, типа, Ну, чтобы... слушай, это же у нас симметричное изделие, и можно не зеркалить, конечно, но мы на это потратим больше времени. И человеческий глаз все-таки в одежде, одежда это же искусственная вещь, да, она хочет, чтобы изделие было у нас симметричным. Потому что если лицо человеческое отзеркалить, тебе сразу... Мы не симметричны от природы, и очень мало людей, в принципе, симметричны. А одежда создается симметрично. Все лекала симметричны, если это изделие само по себе симметричное, да, если там здесь было бы оно по кривой сшито каким-то образом, да, там на одно плечо, то да, естественно, мы бы делали полностью изделие и слева, и справа. А оно симметричное и для экономии времени, на самом деле, только. Так, я чуть-чуточку текстуру сравнял. Сейчас вот эти вот какие-то заминочки маленькие вот здесь уберу. Потом мы добавим контраста. Большая часть ненужности у нас уйдет. Я, конечно, могу заморачиваться в процессе ретуши на многие моменты, но и себя иногда нужно все-таки останавливать, потому что нет предела совершенству. Иногда нужно сходить водички попить, либо просто погулять для того, чтобы понять, все ли ок или не ок. Это, знаете, как с ретушью бьюти всяких портретов. Невозможно остановиться. Нужно себя бить по рукам иногда для того, чтобы прям сказать, все, баста карапузики, этой фотографии достаточно. Здесь не очень приятная складка, но на самом деле, если здесь у нас грудь заканчивается, она очень релевантна и естественна. Я бы ее сейчас бы не убирал, а, оставил бы. Здесь все нормально, здесь все нормально. Давай посмотрим до и после. Смотри. Мгм. Ну да, то есть ты, Чуть-чуть получается, добавил блик здесь, продлил по груди, то есть по объему. чуть-чуть добавил бы здесь объема, да, и сделал вот эту часть такой выдающейся в прямом и переносном смысле. Если ты обратишь внимание на грязь в текстуре, видишь, она пропала. У нас Мгм. не пропала текстура, у нас не появилось ощущение замыливания. Человек понимает, что у нас здесь идет некий такой рельеф и ткань какая здесь, но при этом мы вот эту грязь, я это называю ощущение грязи, знаешь, меня это бесит. Я всегда своим ретушерам говорю, убери эту грязь. А некоторые спустя несколько месяцев говорили, а что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, здрасте, приехали, надо было сразу спросить. Вот оно, вот это ощущение грязи, которое мне не нравится. Я всегда стараюсь от него избегать, при этом сохраняя текстуру и всю натуральность. Что-то у меня вот здесь резинка поплыла. Я ее немножечко верну, да? Ну, по высоте, мне Ну, кажется, она в середине больше. Ну, там под грудью, правда, он приминается, наверное, это естественно будет. вот так, давай мы вот эту вот линию поднимем, чтобы у нас и вот это расстояние, и вот это было одинаково. Потому что это логично, чтобы она может растянуться где-то, потому что это же резинка, да, но, как правило, я стараюсь сохранять и вот это расстояние, и вот это одинаково, для того, чтобы не было у нас никаких. Что, давай отзеркалим ее?
Мне кажется, в пройме еще, знаешь, Где, там покажи. толщина резинки, Вот вот, здесь? лямка, пройма, Да. вот выше, где пройма, господи, вот Вот здесь. это? Вот, у тебя она, видишь, в изгибе толще становится, ниже. А, ты про вот эту часть? Да, А, ну подожди, я еще это. Там, когда будет задник вставляться, ты это все увидишь. Видишь, я от задника немножечко здесь цепанул, поэтому, да, она здесь немножечко утолщается. Ты про вот эту часть говоришь. ага. Хочется, конечно, чтобы она немножечко была иная. Вот такая. Ну, слушай, вся вот эта история, она, конечно, в идеале не исправлять, а на начальном этапе делать все правильно. Потому что исправлять фотокарточки можно, но лучше этого не делать. Я всегда стараюсь, чтобы ретушеры не делали принципиальных ошибок у меня, каких-то там по форме, симметрия, ретушь. Какие-то мелкие коррективы я обычно вношу, если необходимо, но, как правило, все-таки вот это исправлять не самое лучшее дело. Но мы, естественно, этим сейчас занимаемся, чтобы показать, как вещь может выглядеть при должной обработке. Поэтому мы сейчас немножечко помучаемся и предположим, что вот форма у нас была какая-то вот такая. Я сейчас добью в пластике форму задника. Возьму большую вот такую штуку и вот так отправлю, сделаю вот эти вот линии, соединю их, для того, чтобы чисто визуально у нас был эффект правильного соединения. Очень важно их соединять правильно, иначе, опять же, глаз нам начнет говорить, что, ребят, что-то тут не так, я не знаю, что, но что-то не так. И я всегда, видишь, вот такими округлыми выделениями все это срезаю. Одежда же не может у нас быть вот не вот так. Она же на человеке сидит. И, Мгм. соответственно, все эти линии... Господи, как это в университете называлось? Кривые второго порядка? По-моему, это было так. Спасибо Бауманке за мой ум. Вот. И сейчас это выглядит очень натуралистично. Видишь, она так переходит плавно из одной плоскости в другую. Что я Мгм. сейчас делаю? Я сейчас по линии симметрии буду зеркалить наш задник, но сначала я его отретуширую, а потом буду зеркалить, чтобы две части не ретушировать. Я уже скопировал на новый слой нашу этикетку. Сейчас будет магия. Знаешь, что я буду делать? Что, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, да. Ну, короче, что делать? Не буду я тебе рассказывать, что я делаю. Это мои секретики. Я сейчас аккуратненько растяну здесь все, что нам не нужно. Вот эти всякие складки, переходы цвета и так далее. С задниками я, как правило, сильно не церемонюсь, потому что, ну, слушай, будем откровенны, мы снимаем все-таки для Инстаграма и для сайтов интернет-магазинов. Редко кто там будет приближать и разглядывать вот так каждый шовчик, да? Мгм. Понятно, что мы должны делать хорошо, но это не значит, что мы должны каждый пиксель и миллиметрик соединять так, чтобы там, знаешь, как это называется, что вот цензор придет и начнет нам сейчас за это делать а-та-та. Ну, если бы мы делали рекламные какие-то проекты, и фотография бы висела на билборде, то да, надо было бы посоединить всю текстуру друг к другу, чтобы там шовчик к шовчику и так далее. Здесь все-таки у нас есть вольность, и мы должны свое время экономить. И, Но сейчас вот уголком слишком сошлось, получается, сзади. ну, я еще с этим поработаю. Да, не похоже, что это вот так, как должно быть, потому что я же делал, отзеркаливал. Сейчас я верну эту округлость, которая должна быть у нас по спине. По-моему, теперь похоже, да? Мгм, И вот мгм. стык справа, и вот здесь, да, что-то. Ага. Такие вот, кстати, мелкие вещи можно иногда забывать, и важно иногда смотреть на фотографию свежим взглядом, потому что можно иногда забыть. Что я забыл? Тень внутри. Правильно. Ксюш, может, ты у меня будешь ретушером работать? Нет? Я очень плохо переживаю это сидение за компьютером очень долгое. Вы Ну, столько много не зарабатывать, молодой человек. Да, я понимаю. Что, вот такими большими мазками я фигачу тени.
Мгм. Ух ты, она такая объемная становится. Она прям так, я обожаю тени. До этого нет вот этого ощущения объема, а здесь она прям как будто бы бум. Потому что если не делать тени, как это было изначально на кадре, вот, собственно, мы можем посмотреть, да? Видишь, она как будто бы приклеенная. Вот эта искусственная Мгм. тень, вот она, дает нам ощущение глубины кадра. Дальше мы немножечко поработаем с цветом, потому что у нас на черном цвете какой-то фиолетовый оттенок появился, да, вот, А можешь вот включить белый фон, нет. чтобы было лучше видно? Ага. Ну, черное изделие сейчас видно, но мы его еще сейчас сделаем более таким черным и насыщенным. А видишь оттенок какой? Здесь красный, здесь синий. Давай, в принципе, красный оттенок уберем отсюда, потому что я ненавижу на черных изделиях красный оттенок. Вот так. Все, мы убрали паразитный красный, остался только где-то розовый там, да. И сейчас я еще хочу взять и этот синий на 50% убрать, немножечко темноты добавить, плюс сделаю немного... Так, это я уже вот так сделаю. Сделаю много вот так контраста. Причем, ты знаешь, контраст хочу на верхнюю часть, потому что когда я начинаю делать контраст, у меня нижняя часть темноватая слишком, поэтому я хочу сделать маску и сделать вот примерно вот так. Вот так, чтобы она потемнее была. Ну смотри, видишь, белый фон. Давай я здесь включу белый фон. И вот даже Мгм. если я отодвигаю, мы видим, что это темный топ, что здесь даже есть какой-то декор. Видишь? Он сохраняется. И Да. вот здесь. Текстура. Вот, текстура. И это очень важно сохранять на черном. Я считаю. Я очень люблю сохранять. Ну и плюс еще искусственно мы можем вообще прорисовать. Давай, вот если уж совсем хотим, то давай сделаем вот здесь небольшой объем и вот здесь еще небольшой объем. Ну, совсем вот такую самую малость, незначительную. Я иногда заморачиваюсь на этот счет, но можно и не делать, но можно и делать. Тут на усмотрение, чего клиент хочет. Иногда клиент хочет, чтобы прям все было ровненько, знаешь, так, а вот тут я бы добавил чуточку. Так, ну что, мне кажется, Ну, оно, вышло оно, кайфово, мне очень нравится. оно. Посмотрим до после. Давай сравним до-после. Оп, оп. Ну вот будем откровенны, что бы ты купила, это или это? Ну, откровенно говоря, на первом, из-за того, что есть небольшая симметрия, есть такое ощущение, что девушку немного повело, и грудь у нее несимметричная. И Здесь мне меня понятнее фон. повело. Помнишь эту песню? Да, я с тобой согласен абсолютно. Ну и опять, смотри, такое ощущение, оно, во-первых, какая-то квадратная. И чего бы мне ни говорили всегда по поводу того, что, блин, все это искусственно выглядит, нет. Глаз человека вот такое, ну никогда он не зацепит среди вот всех. Вот если мне поставят вот такую фотографию рядом и вот такую, блин, я посмотрю на эту. И мне кажется, что я эту куплю, а не ту. Ту с большей степенью вероятности я не куплю, я тебе зуб даю. Хорошо, ну, блин, становится интереснее и интереснее. Я всегда думала, что самое прикольное это баночки все-таки ретушировать, а одежда тоже классно. Одежда прикольно. Нет, на самом деле для меня это одежда как медитация. Я же говорю, что у меня 12 часов ретуши фотографий, я это, все, у меня все мои бзики уходят. Так, ну что, давай до и Так, я после. выберу еще одну. Подожди, подожди, не щелкай. Это моя любимая. Вот я вот так обожаю делать. Я сижу и думаю, господи, как красиво. Так, ну что, давай. Так, сейчас, подожди. Ну вот что-нибудь хочется такого другого типа. Вот Жакет. оранжевый или бежевый. Оранжевый и бежевый. Но бежевый тоже такой, в принципе, у нас облегающий, да, здесь Похоже. много проблем. Вот оранжевый, мне кажется, с точки зрения ретуши, съемки, кстати, вопросики